Здравствуйте! Постановка задачи следующая. Демонстрация простого и быстрого запуска шин на контроллере STM32, а также демонстрация работы шин с разной частотой на светодиоде. Коэффициент заполнения шин задан в функции. Для того, чтобы понять, что такое широтная импульсная модуляция, прошу вас посмотреть видеоролик про шим, ссылка на который будет в описании к этому видеоролику. Используемый микроконтроллер STM32F072C8, среда программирования QPDE. Итак, начнем, как всегда, с того, что создадим проект в среде QPDE. Для этого нажмем на кнопку Start New STM32 Project. Далее в графе Part Number пропишем название микроконтроллера, для которого мы собираемся писать программу. Название можно посмотреть на самом микроконтроллере, который находится на плате контроллера, или в документации на ваш контроллер. Когда система нашла ваш микроконтроллер, обязательно из предлагаемого списка нужно выбрать микроконтроллер с таким корпусом, который располагается у вас на плате контроллера. Далее выберем название проекта. В который раз отмечу и заострю на этом ваше внимание, что путь к проекту и его название не должно содержать кириллических символов. На этом попадаются многие. Далее нажмем кнопку Finish и дождемся сборки нашего проекта. Следующим шагом подключим внешний кварцевый резонатор, так называемый кварц, находящийся на плате нашего контроллера. Делается это для того, чтобы частота шин была фиксирована и не менялась, не плавала. Можно, конечно, использовать и внутренний генератор, но при этом есть риск изменения частоты шин в малом, что не очень хорошо, если речь идет об управлении силовой электроникой, о чем мы будем говорить в следующих видеороликах. Для подключения кварца открываем раздел System Core, RCC. В блоке High Speed Clock выбираем Crystal Ceramic Resonator. Далее включим таймер. Выберем таймер TIM1. Для этого перейдем в раздел Timers и выберем TIM1. В блоке, например, Channel 3, выберем PWM Generation Channel 3. Это означает, что сигнал шин будет генерироваться на конкретном пине микроконтроллера. Какой конкретно пин отвечает за это, можно посмотреть в документации на контроллер. Далее перейдем к настройкам нашего таймера. В блоке Parameter Settings в разделе Prescaler пропишем 8000-1, а в разделе Counter Period пропишем 1000. Таким образом, на этом контроллере мы реализуем шин с частотой 1 Гц, и счетчик в данном случае будет считать до 1000. Подробно о том, как рассчитать значение определителя и остальных параметров шин, я рассказываю в видеоролике про шин, который еще раз настоятельно рекомендую к просмотру. Следующим шагом в блоке NVIC Settings подключим прерывание для нашего таймера, так как мы будем задавать значение коэффициента заполнения шин из функции в прерывании, как это обычно делается в системах управления. Для демонстрации работы прерывания включим пользовательский светодиод, который будем включать и выключать каждый раз при срабатывании прерывания. Этот светодиодик в нашем случае подключен к пину PB2 нашего микроконтроллера. Обозначим этот пин как GPO Output и дадим ему название LED. Все, мы закончили с настройкой аппаратной части. Перейдем к написанию программного кода. Для этого нажмем в меню кнопку Project и выберем Generate Code. Когда шаблон нашей программы сгенерирован, как всегда пролистаем его сверху вниз и обратно и приступим к написанию нашей программы. Для этого я заранее подготовил файл с кодом. Во-первых, объявим переменные, которые мы будем использовать в нашей программе. Это две переменные типа integer. PWM, переменная, по сути является коэффициентом заполнения шин, которую мы подаем в нужный регистр нашего таймера. И переменная y. Это переменная функции контроллер, в которую записывается результат вычисления функций. Следующим шагом пропишем функцию, в которой будем формировать значение, подаваемое в регистр нашего таймера. Подробно о функциях смотрите в соответствующем видеоролике, ссылка на который будет в описании к этому видео. В данном случае это функция типа integer с названием контроллер. Функция возвращает значение переменной y, вычисляется следующим образом. Каждый раз при вызове функции добавляем к y 100. В тот момент, когда значение y превысит 990, обнулим y и начнем заново. Это необходимо для работы в диапазоне от 0 до 1000. В конце функции пропишем команду return y. Далее дадим разрешение на работу шин нашего таймера 1 и в частности канала 3 с помощью функции HAL TIM PWM Start, где пропишем необходимые аргументы. Также дадим разрешение на организацию прерываний в нашем таймере с помощью функции HAL TIM Base Start IT. В комментариях к видеоролику про шин наши зрители мне указали, что для работы достаточно только этих функций. Спасибо вам за ваши замечания, коллеги!
Сразу сделаю оговорку, что можно сделать шим и с фиксированной частотой и коэффициентом заполнения без использования прерываний, о чем, собственно, также мне заметили коллеги в комментариях под видеороликом про шим. Но так как мы планируем создание системы управления, нам необходимо организовать изменение коэффициента заполнения шим во времени. Следующим шагом будет использование халовского callback, Hal Team Period Elapsed Callback, который в нашем случае вызывается при окончании периода шим. Внутри этого callback проверим, от какого таймера пришел callback, и уже затем в переменную PWM запишем результат вычисления функции controller, которую мы объявили выше. После значения переменной PWM запишем в регистр CCR3 нашего таймера, что позволит получить сигнал шим на соответствующем пине нашего микроконтроллера. Для демонстрации работы прерывания включим уже известную нам функцию HalGPO Toggle Pin, которая будет включать и отключать выбранный нами светодиод при срабатывании прерывания. Все, программный код написан. Скомпилируем нашу программу и загрузим ее на наш контроллер. Перед тем, как демонстрировать работу программы на контроллере, скажу пару слов о дополнительной плате, которая используется в этом видеоролике, и также планируется использование ее в других видеороликах. На плату выведен один светодиодик и две кнопки. В данном случае здесь использован светодиод, который подключается к плате по схеме, показанной на экране. Как вы видите, ничего сложного. За эту платку отдельную благодарность хочу выразить студенту Бородину Анатолию, который разработал, аккуратно спаял и сделал эту платку. Так что, Анатолий, передаю тебе привет. Да, платка простая, но это была, на мой взгляд, хорошая практика, и я рад, что наши студенты способны выполнять такие работы. Итак, программа скомпилирована и загружена на контроллер. Мы видим, что начал гореть светодиод на платке и светодиод на контроллере. Согласно алгоритму работы нашей программы, зеленый светодиод меняет свое состояние при срабатывании прерывания. Действительно, частота 1 Гц. Раз в секунду светодиодик переключается. Теперь давайте посмотрим на красный светодиод на внешней плате. Он подключен к выходу шим. Собственно, как и прописано в программе, коэффициент заполнения шим меняется каждое прерывание, то есть каждую секунду, увеличиваясь на 100. Затем обнуляется и снова увеличивается. Собственно, именно это мы и наблюдаем. Наша программа работает корректно. Теперь давайте сделаем шим с частотой 1 кГц. Для этого в блоке определитель пропишем 8-1. Сгенерируем код. Также для демонстрации заменим в функции контроллер прибавку к y со 100 на единицу. Все. Это все необходимые изменения. Скомпилируем нашу программу и загрузим ее на наш контроллер. И снова мы видим, что начал гореть светодиод на платке и светодиод на контроллере. Только в данном случае частота шим 1 кГц, то есть 1000 раз в секунду зеленый светодиодик переключается. Конечно, глазом мы этого не можем увидеть, но светодиодик действительно переключается как надо. Красный светодиод на внешней плате также горит так, как прописано в программе. Коэффициент заполнения шим меняется каждое прерывание, то есть каждую миллисекунду, увеличиваясь на единицу и затем обнуляется и снова увеличивается. В общем, как вы видите, наша программа работает корректно. Хочу отметить, что именно этот проект с частотой шим 1 кГц и загружен на онлайн-платформу GitHub. Ссылку на проект вы можете найти в описании к данному видеоролику. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии. Пока!